1,8. Самолет летит из пункта А в пункт Б и обратно со скоростью v 390 км в час относительно воздуха. Пункты А и Б находятся на расстоянии s 1080 км друг от друга. Сколько времени потратит самолет на весь полет, если на трассе полета непрерывно дует ураганный ветер со скоростью У 150 км в час? Рассмотрите два случая. А. Ветер дует вдоль прямой АБ. Б. Ветер дует под прямым углом к прямой АБ. Решаем вначале случай А. То есть у нас есть точка А, у нас есть точка Б. Ветер дует вдоль прямой АБ со скоростью У. Так, и самолет движется со скоростью В туда и обратно. Сколько времени потратит самолет на весь полет? Логично, что он потратит время туда, то есть время с индексом 1, плюс время обратно, то есть время с индексом 2. Эти вещи есть просто s делить на v плюс u плюс s делить на v минус u. И вот эта задача является уже решенной. То есть пункт А решен. То есть t равняется вот такой вот комбинации. Можно его привести к более красивому ответу. Например, t вынести, привести к общему знаменателю. Здесь u сократится, и тогда получится 2v делить на v квадрат минус u квадрат, и все это умножается на s. Что является t? Вот такая формула получилась. Ветер дует под прямым углом к прямой АБ. Вот точка А, вот точка Б. Ветер дует под прямым углом, то есть U действует под прямым углом. Например, вниз. Значит, для того, чтобы самолет прилетел в точку Б, ему нужно двигаться под некоторым углом. То есть V будет направлено сюда. И абсолютно симметричный случай из точки Б вот сюда. Отсюда можно вывести некоторый треугольник. То есть вот этот треугольник, вот эта гипотенуза, это V, один из катетов U, а сумма всего этого, это есть некоторая скорость приближения. Ну, я не знаю, обозначу ее как-нибудь. νu, например. Из теоремы Пифагора следует, что νu равняется корень квадратный из v квадрат минус u квадрат. Корень закрывается. А t это есть 2t штрих, где t штрих это движение со скоростью νu от точки А до точки Б. Или от точки Б до точки А. Потому что это одно и то же расстояние, проходимое за одну и ту же скорость. Это есть 2 умножить на s и делить на νu. Соответственно, νu мы знаем, и поэтому можем записать, что это есть 2 умножить на дробь s под дробью корень квадратный v квадрат минус u квадрат. Вот. Получается, что задача решена. Нам остается лишь только ответить на вопросы. То есть посчитать. Давайте воспользуемся калькулятором. Я это сделаю прямо сейчас. То есть введу 2v. А v это есть 390 километров в час. Делю это на v квадрат, которое есть 390 километров в час в квадрате, минус u, которое есть 150 километров в час. Я это еще возвожу в квадрат. И умножаю это на s, то есть на 1080 километров. Получается 6,5, то есть 6,5 часов. Итого t равняется 6,5 часов. Для случая под номером b берем 2, умножаем на 1080, делим на корень квадратный из 390 в квадрате минус 150 в квадрате. Это 6. Таким образом, t равняется 6 часов. Мы ответили на эту задачу. Все правильно.